Заходите, проходите, не стесняйтесь, места хватит всем. Привет, друзья, усаживайтесь поудобнее, запасайтесь печеньками и другими вкусняхами, мы начинаем. Кстати, вы знали, что кошки-стреги в игре названы в честь домашних питомцев самих разработчиков? Как вам такая отсылочка, а? Как вы уже догадались, речь сегодня пойдет о новом персонаже игры Kingdom Rush Alliance, ведьмочке Стреги, которая буквально на днях залетела на своей метле в гости к легендарнейшему репортеру Линерии Овечке. Не знаю, как вам, а мне безумно хочется узнать историю превращения Стреги из крошечной, но смелой гномьей ведьмы в легендарного защитника королевства. Привет, генерал! Как у тебя проходит этот жуткий сезон? Сегодня у нас действительно волшебный гость. Один из новейших и самых очаровательных членов Альянса. Да-да, я говорю о любительнице тыквенного латте со специями. Стреги, несомненно, крошечной гномьей ведьме. Стоит ли мне беспокоиться о том, что во время этого интервью я превращусь в лягушку? Загадочно спросил Овечка. Лягушка? Ой, да ладно, это прошлый век. Я вот подумываю превратить тебя в тыквочку. Или, может быть, просто добавить тебе несколько таких крошечных, но очень деловых усов, а? Как ты смотришь на такое предложение? На что Овечка, нервно посмеиваясь, ответил. Думаю, я немножечко на твое предложение отклоню. Спасибо огромное. А как насчет того, чтобы ты вместо этого рассказала мне, почему и как именно вступила в Альянс? Скажем так, продолжала Стреги, все стало слишком серьезно, когда Навира и его армия нежити начали маршировать по нашему лесу, а я выросла на рассказах о величественных гномьих ведьмах, о целом поколении и их смелости и рвении побороть любую несправедливость и напасть, которая угрожает нашему лесу. И узнав о том, что даже самые маленькие гномы могут нанести сокрушительный удар. Именно поэтому я и придумала несколько собственных магических трюков, дабы защитить наш дом. Стреги приблизилась к Овечке и вместе с этим что-то потерлось о овечьи ножки с тихим и загадочным мурлыканьем, друзья. «Ой, как мило!» — ответила Овечка. «Эти кошечки, которых ты призываешь, откуда они у тебя взялись?» Я нашла этих котят брошенными глубоко в волшебном лесу. Большинство считало, что они слишком безумные и дикие, чтобы с ними можно было сродниться. Но я увидела в них определенную особенность, доброту и тепло, и я поняла, что они станут моими. Они такие же, как и я. Сильные, немного непонятные, но очень-очень смелые. Поэтому я их приютила и вырастила как своих собственных. Теперь это моя семья, и с тех пор мы с ними неразлучны. Овечка продолжал свое интервью. Ты сказала, что тебя недопоняли. Как это можно понимать в целом? «О, с чего бы начать?» — продолжала Стреги. «Посторонние видят, как я устраиваю всевозможные розыгрыши, шутки, и они паникуют, говоря, держитесь от нее подальше. Мои друзья-гномы тоже веселятся, но когда приходит время защищать лес, они начинают нервничать и всполошаться. Гномы любят мир, но иногда нужно немножечко и блеска, чтобы справиться с реальными угрозами. Мне, например, просто нравится все делать так, как этого хочу именно я». Когда Овечка поблагодарил Стреги за ее время и обернулся, чтобы уйти, он почувствовал покалывание на своей голове, друзья. Потянувшись, он ощутил нечто новое, доселе неизвестное. У него, народ, были кошачьи ушки. Овечка развернулся
А Стреги в этот момент усмехнулась. Взмахом палочки и несколькими искрами уши кошачьи у овечки исчезли. А Стреги, просто так улыбаючись, ответила: просто безобидное веселье, овечка. Ничего личного, береги себя. Похоже, друзья, альянс становится все красочнее, веселее и сильнее с каждым днем. Кто знает, какие удивительные герои присоединятся к нам в следующий раз. А на этом, друзья, мой рассказ и, конечно же, общение с гениальнейшим и величественным репортером Овечкой подходит к своему завершению. Очень надеюсь, что вам было интересно. Берегите себя. До новых включений. Да пребудет с вами сила, друзья. Па-па.